Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда приглашаю, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 29 декабря, киевское время, 18 часов. Ну что ж, очередной массированный ракетный удар. Но он какой-то так немножко сильно анонсированный с его началом. Ну, в конце, на мой взгляд, даже немного сдувшийся. За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и 76 ракетных ударов. Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины. Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. По предварительным данным, всего в ударе было применено 69 ракет. 7 ракетных ударов, это еще добавляется то, что было совершено российскими войсками оккупационными за предыдущие сутки. Из 69 ракет силами обороны, средствами сил обороны Украины было сбито 54 ракеты. Этой ночью оккупанты нанесли еще удар по инфраструктуре города Харькова. Почему выделяю его отдельно? Потому что там применялись иранские дроны Шахед-136. И 11 этих дронов были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Но 2, к сожалению, достигли своей цели и поразили их. Также противник за прошедшие сутки произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, дальнобойных большого калибра. Противник, более подробно мы еще поговорим с вами в военно-политической обстановке об этих обстрелах, о их количествах и вообще о последствиях, дальнейших последствиях этих обстрелов. Противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Это в районе Кременной. Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Краснопоповка Луганской области, Белогоровка, Солидар, Бахмутская, Подгорная, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Марьинка в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелы на Северском и Слобожанском направлениях, обстрелы нашей территории продолжаются. В этот раз пострадала на Северском направлении Сумская область и на Слобожанском направлении населенные пункты в Харьковской области. Далее на Сватовском направлении или Купянское направление, по-разному его называет генеральный штаб, в основном, правда, Купянское почему-то, хотя мы наступаем в сторону Сватова. Продолжаются позиционные бои к юго-западу от Кременной, в районе Дебровы, населенного пункта Дебровы. Западнее Чернопоповки вооруженные силы Украины отразили массированную атаку врага. Тут надо отметить, что на Сватовском направлении идут очень тяжелые бои в плане того, что противник... Тут, скорее всего, можно сделать вывод, что используется тактика встречного боя. Почему? Потому что мы атакуем и продвигаемся потихоньку в направлении Кременной, а противник атакует и пытается своими атаками сбить наш наступательный темп. Поэтому можно сделать вывод, что там идут встречные бои. Это один из самых тяжелых видов боя, когда обе стороны пытаются проводить наступательные действия. На Лиманском направлении там позиционные бои, обстрелы, и фронт не двигается ни в одном
направлении. Обмен огневыми ударами артиллерии и авиации. На Бахмутском направлении в Белогоровке наши войска отбили водокачку. Зафиксировано продвижение врага к северу от Спорного. Есть, да, противник имеет частичный успех. Также враг атакует Разделовку и Веселое. Согласно имеющейся информации, но успеха в районе Разделовки и Веселого успеха не имеет. Вот такое вот положение на Бахмутском направлении. Мы знаем, что там противник несет очень большие потери, мы об этом очень часто говорим, и в основном это потери из числа мобилизованных и из числа заключенных, которых они гонят впереди штурмовых групп, в принципе не считаясь с потерями личного состава в этих группах. Так вот, согласно данным нашей разведки, трупы и документы тех, особенно зэков, тех, кто из колонии завербовался, получить милостыню от царя-батюшки по фамилии Путин через войну в Украине. Так вот, эти трупы кремируются в тылу в Луганской области. Есть подозрение того, что их никто не учитывает, их нигде нет, это частная военная компания, там никто приказом их не отдает. Поэтому на сегодня о задокументированных потерях ЧВК «Вагнер», я думаю, что никто никогда не узнает. Может быть, какие-то рукописные списки и есть там, но вряд ли они доживут до конца войны. Так что имейте в виду, особенно те, кто из мест заключения подписал контракт, никто не узнает, где ваша могила, где и при каких обстоятельствах вы погибли. Может быть, те, кто выживут рядом с вами, когда-нибудь расскажут там родственникам или в своих мемуарах, если они вас запомнят еще или не забудут. Также можно отметить, что враг действительно уменьшил давление на частный сектор и перенес его на район завода Синят и в район леса к северу от Бахмута. В Спорном продолжаются бои. Западнее села враг захватил посадку, то есть тоже имел частичный успех. В районе Клещиевки российские войска тоже пытаются наступать, очень сильно давят, атакуют, но успеха не имеют. Они понимают, что данное село является для них одним из ключевых в плане продвижения на этом направлении, в плане продвижения с целью окружения Бахмута. Западнее Курдюмовки была успешно ликвидирована попытка прорваться через наши позиции. Враг ведет интенсивные наступательные действия по данному направлению, но терпит неудачу, то есть несет огромные потери. И как вывод из всей вот этой обстановки, практически там бой идет за каждую посадку, за каждую улицу. Видите, там водонапорную вышку отбили, какой-то сектор, точнее квартал частного сектора отбили. Несмотря на выводы Института изучения войны американского, ситуация в Бахмуте пока что не свидетельствует о том, что враг истощен. Может быть, в оперативном плане, что подхода резервов и подхода усиления для вот этих частных военных компаний, которые воюют на Бахмутском направлении, возможно. Их больше не будет. И, допустим, на протяжении следующей недели темп или давление наступательный потенциал начнет снижаться, но на пока бои идут очень ожесточенные и практически бои идут за каждый клочок земли. На Авдеевском направлении продолжаются бои в центре Марьинки. Это уже становится тоже притчей во языцах. Мы говорим уже вторую неделю об этом центре. Наши войска держатся, хотя российские войска предпринимают все силы, которые у них есть для того, чтобы захватить населенный пункт Марьинка. Севернее города зафиксировано продвижение врага, то есть имеет частичный успех противник на севере от Марьинки.
Враг снова штурмовал Первомайское, на этот раз при поддержке бронетехники. Видите, они даже собрались в кучу, где-то нашли бронетехнику, видно, что-то подошло. Но чем закончилась попытка штурма Первомайского? Вся бронетехника была уничтожена нашими войсками. В результате пехота, потеряв всю бронетехнику, отступила, и попытка штурма Первомайского не увенчалась успехом. Новопавловское направление. Позиционные бои. Самые активные бои в районе Угледара. Но пока позиционные, никто в атаку никуда не ходит. Обмен артиллерийскими и огневыми ударами, обмен ударами авиации. Запорожское, Херсонское направление. Обстрелянные районы, тоже позиционные бои. Фронт, вот здесь можно сказать, что фронт более-менее стабилен, не двигается. Обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Пострадала гражданская инфраструктура города Олешки и города Херсон. Имеются пострадавшие среди мирных граждан. 27 декабря в район населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области потери российских войск составили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется. Вот такой вот огневой удар подтвердила наша разведка с такими, будем говорить, как для нас, очень хорошими результатами по уничтожению врага на нашей территории. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 17 авиационных ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Я так понимаю, что это приоритеты у нас, и мы стараемся максимально выбивать именно зенитно-ракетные комплексы. Кстати, в последнем пакете помощи от Соединенных Штатов были ракеты «Харм», которые являются противорадиолокационными ракетами. Наше подразделение ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав с боеприпасами оккупантов. Так что планомерное вынесение резервов и сил противника по возможности вооруженные силы Украины проводят в принципе каждодневно. Ну и это военная обстановка, которая сложилась на всех оперативных направлениях от Харькова до Херсона на сегодняшний день. Как видите, она особо не изменилась. Там, где были, там и продолжаются ожесточенные бои. Фронт немного колеблется, особенно на Сватовском направлении, на Бахмутском направлении и на Авдеевском направлении. На всех остальных направлениях фронт более-менее стабилен, но продолжается огневое воздействие на войска противника. Что касается военно-политических новостей об Украине и в самой Украине. Опять же, не можем обойти. Я так понимаю, что Институт изучения войны американский, это как бы обобщенное мнение всего разведсообщества Соединенных Штатов. Есть у них такая организация, ассоциация разведывательных организаций США. И в принципе, всегда они так довольно объективно давали оценку. И сейчас вот они опять написали отчет, но они пишут, что продолжая анализировать обстановку вокруг Бахмута, который российские войска безуспешно пытаются штурмовать последние месяцы. Вчера аналитики высказали предположение, что действия российских войск под Бахмутом почти достигли кульминации. Сегодня они говорят об этом с гораздо большей убежденностью. Вот это то, что я вам говорю, что они имеют в виду, что скорее всего резерва на бахмутском направлении больше нет. То есть то, что осталось вот сегодня в окопах, это и буквально там в первой-второй линии, это все, что есть на сегодняшний день, в частности на бахмутском направлении. Очень хочется, чтобы это соответствовало действительности. Вот. Но они пишут, что
А последующими действиями будет это попытка российских войск перехода к обороне и взятие оперативной паузы. Ну, насчет оперативной паузы мы с вами знаем, что Россия давно хочет, чтобы перегруппироваться и подтянуть резервы, так как Путин не собирается останавливаться, и наоборот он продвигает идею войны на истощение. То есть он думает, ну, во всяком случае, он пугает мир тем, что он может воевать бесконечно, имея там 17 миллионов за спиной. Он надеется, что он их всех заставит взять в руки винтовки и идти воевать на фронт. Но они делают выводы, берут, почему они считают, американский институт, что Бахмут достиг к своей кульминации, несколько факторов. И первым фактором они выделяют то, что высокопоставленные украинские официальные лица беспрепятственно посещают позиции на передовой в Бахмуте. 20 декабря в городе побывал президент Владимир Зеленский, а 27-28 декабря там находился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, неправильно они, кстати, написали, Генштаба, Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов. Причем, судя по данным геолокации, и даже об этом вычислили российские источники, там большая поднялась волна, истерика. Буданов находился примерно в 600 метрах от ближайшей российской позиции, то есть от места расположения российских войск. При этом он спокойно проводил там свои мероприятия, общался с военными и так далее. Все-таки главный разведчик страны. Вот. Так вот, американский институт указывает на то, что визит Буданова подтверждает появившиеся ранее в украинских социальных сетях сообщения о том, что вооруженные силы Украины провели успешную тактическую контратаку, прогнав российские войска из пригородов Бахмута. Ну, опять же, это догадки, официальной информации у нас на сегодняшний день до сих пор, к сожалению, нету. Вот. И еще один такой они берут как бы подтверждение тому, что выдыхается, что ввиду тяжелых потерь российские войска теперь совершают вылазки небольшими отрядами пехоты численностью по 10-15 человек, без поддержки бронетехники. Вот. О чем сообщалось вот во вчерашней сводке, что в основном штурмовые группы идут пешком. Видите, в районе Марьинки они на Авдеевском направлении собрали бронетехнику, мы ее тут же перебили. И атака тут же захлебнулась. Здесь, на Бахмутском направлении, они пытаются атаковать еще в пешем порядке. Ну, посмотрим, сколько еще смогут атаковать наши позиции российские войска. Судя по разведданным, точнее по заключениям аналитиков Института изучения войны, я так понимаю, что с началом следующей недели, то есть с наступлением Нового года, фактически количество атак должно резко пойти на спад. Очень хочется в это верить, и в принципе мы на сегодняшний день подтягиваем туда резервы, проводим ротацию войск и таким образом стараемся выполнить главную задачу, это удержание рубежей обороны на вот этих направлениях. Бахмут, Авдеевка и другие. Ну и вот наш Генштаб наконец-то дает более-менее официальную информацию. Это начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, официально говорит, что за неделю вооруженные силы Украины продвинулись более чем на 2 километра в направлении Кременной. 2,5 километра мы продвинулись в направлении Кременной. Об этом он сообщил на очередном своем брифинге. Вот это уже официальная информация. Теперь можно говорить, что да, у нас есть успех в районе Кременной. Но замечу, что темп продвижения очень и очень, конечно, тяжелый. И, соответственно, и цифры продвижения не такие большие, как были в предыдущих контрнаступательных действиях наших
войск. Это связано именно с тем, что российские войска пытаются, там регулярные войска, там ЧВКшников практически нету, и они пытаются сбить наше наступление встречными атаками. Там идут практически. Он добавил, что наряду с этим среди офицерского состава 2-го армейского корпуса Российской Федерации, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска. То есть они начинают уже строить оборонительные рубежи вокруг города Луганск. Видимо, бытует мнение, что вряд ли фронт сможет удержать натиск вооруженных сил Украины. Ну, а теперь немножко перенесемся на север. Сегодня во время вот этого массированного ракетного удара, который мы отражали, в Белоруссии, Белорусское министерство обороны сделало официальное заявление, и они настаивают, что они сбили украинскую ракету. Причем это ракета комплекса зенитного комплекса С-300. Вот официальное сообщение Министерства обороны Республики Беларусь. Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитно-управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Украина пока никак не комментировала инцидент. На момент записи видео тоже нет никакого. Я думаю, даже не стоит комментировать инцидент. Объясню почему. На мой взгляд, это классическая операция под чужим флагом, которую могли провести российские войска. Или, допустим, представители ЧВК Вагнера, о которых мы говорили позавчера, по-моему, что наблюдались группы вагнеровцев, которые прибыли на границу, на украинско-белорусскую границу. И было предположение, что они будут совершать провокации. Вот вам провокация номер 1. Дело в том, что они публикуют фотографию, где на паханом поле лежит хвостовая часть ракеты. Да, это внешне похоже на ракету С-300. Но извините, С-300 самый распространенный комплекс, который Советский Союз клепал сотнями штук и продавал его налево-направо. Никто не показывает номер ракеты серийный, а на двигателе, на хвостовой части он 100% есть. Вот. И по серийному номеру очень легко определить, от какой части принадлежит эта ракета, в каком году она была выпущена, и даже отследить ее путь по складам и воинским частям. Это первый момент. И второй момент. Они не учитывают то, что у нас уже опыт 10 месяцев войны. Мы 10 месяцев пытаемся сбивать ракеты С-300. И мы знаем, какая это огромная проблема. Она сверхзвуковая, эта ракета. И она летит очень быстро. И дальность ее полета небольшая. Даже если она была выпущена в режиме земля-воздух, а не земля-земля, как это делает Российская Федерация, то 200 километров она преодолевает довольно за короткий промежуток времени. Ни одно средство ПВО, которое есть на вооружении в белорусской или в российской армии, и в нашей, кстати, тоже на сегодняшний день, не успевает отреагировать и сбить эту ракету в качестве воздушной цели. Мы надеемся, что суперсовременные системы, типа такие как ИРИС-Т или НАСАМС, которые нам сейчас передают наши страны-партнеры, кстати, 2 НАСАМСа, я напомню, вчера я говорил, пришли еще из Соединенных Штатов в Украину. Вот мы надеемся, что они с временем реакции в 5-10 секунд после обнаружения цели будут успевать сбивать эти ракеты. Белоруссия никак не могла сбить эту ракету. Так что врут негодяи, как говорится в одной поговорке. Бессовестно врут. Поэтому я думаю, что нет смысла комментировать этот инцидент. И если это провокация со стороны российского командования, а скорее всего, на мой взгляд, так оно и есть, с попыткой очередной раз, чтобы втянуть Белоруссию в войну
против Украины на стороне Российской Федерации. Так что я думаю, что белорусам надо, подсказываю, прочитайте серийный номер и посмотрите в документы верификации по договорам об ограничении обычных вооружений в Европе. Там все серийные номера есть, каждой ракеты, каждой пусковой установки. Вы сразу поймете, чья это ракета, откуда она. Далее, на момент записи появился отчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которая подытожила вот этот ракетный удар. Я вам сейчас озвучу. Значит, по официальной сводке ГСЧС Украины ракетный удар был нанесен по 10 областям Украины. Вот эти вот 69 ракет были выпущены по 10 областям. В результате сегодняшнего массированного ракетного удара по Украине было поражено 10 областей. Повреждено 28 объектов. Из них 18 объектов это частные жилые дома. Как-то в этот раз в основном все упало, обломки и ракеты упали на частные жилые дома. Остальные объекты это объекты критической инфраструктуры в разных областях. В результате обстрелов травмированы 3 мужчин, 1 женщина и 1 ребенок, девочка 14 лет. Вот такой вот результат падения этих ракет. Еще раз напомню, что 15 ракет достигли своей цели, 54 ракеты из 69 были сбиты силами обороны Украины. Ну и опять возвращаемся к Белоруссии, по поводу кинжалов. Вот эти МиГ-31 взлетают, садятся. Мы каждый раз объявляем воздушную тревогу. И вот наша разведка дала разъяснение, почему Россия не использует кинжалы. Кстати, я вам говорил в предыдущих видео, что я нашел информацию, что было 4 МиГа переоборудованы под носители ракет «Кинжал» на МиГ-31К. Оказывается 12. Вот мне прислали более подробную информацию, спасибо. Даже с указанием бортовых номеров этих МиГов. Всего в России 12 самолетов, которые могут быть переоборудованы, точнее МиГ-31К, которые переоборудованы для ракет типа «Кинжал». Но почему-то вот максимальное число было 3 в Белоруссии, 2 уже они вывели из строя, и сейчас их на сегодняшний день опять же остается 3, видимо добавили 1. Вот. Но ракет оказывается всего-навсего 47 штук. То есть это не серийное производство, и производить эти ракеты Российская Федерация на сегодняшний день не может из-за санкций. Вот они произвели несколько штук, буквально несколько штук, на основании тех запчастей или с помощью тех запчастей, или комплектующих, которые были на момент начала вторжения. Все, на сегодняшний день количество ракет «Кинжал» ограничивается вот таким числом. Все ли ракеты боеготовы, сказать на сегодняшний день невозможно. Все ли ракеты могут быть запущены, тоже сказать на сегодняшний день невозможно. Но я так понимаю, что они используют это больше в качестве устрашения. Это первое. И второе, может быть, эти 47 ракет они держат в качестве НЗ, потому что «Кинжал», как они говорят, преодолевает любые системы ПРО или ПВО и может достичь цели. Пока они, слава богу, их не используют. Для сравнения наша разведка дает, что, допустим, ракет для «Искандера», баллистических ракет, использовано на сегодняшний день более 900 ракет. Так что 47 ракет «Кинжал» они для России погоды на сегодняшний день не делают. Пока никто не применяется. Также разведка говорит нам о том, что в Российской Федерации начинается нехватка боеприпасов 122 мм и 152 мм, а также танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды для систем «Град» и «Ураган». Тот объем, который может выпускать российская промышленность, он не удовлетворяет потребность фронта. А запасы на складах этих снарядов, к
к тем системам, которые сегодня применяются в вооруженных силах Российской Федерации в войне против Украины, а их уже нет. Вот эти огневые валы, тактика выжженной земли, сколько они там, до 60 тысяч выпускали боеприпасов, все, они закончились, бочка оказалась не бездонная. И поэтому представители Российской Федерации, по данным нашей разведки и наших партнеров, по всему миру ищут и пытаются выкупить боеприпасы вот этих видов. Да, я понимаю, что, допустим, боеприпасы 152 там, гаубицам Д1, их еще немерено, они их еще не начинали. Только начинают тратить. Мы первые гаубицы такие видим. Это времен Второй мировой войны, 11 километров дальной стрельбы гаубица. Да, я понимаю, что к таким гаубицам, как М-30, тоже, по-моему, она 38 года образца, 122 миллиметра, к ним тоже боеприпасов полно на складах. Их еще не снимали из хранения. Вот, пока еще не были замечены на поле боя, но тем не менее. А вот для современных систем, ну более-менее современных систем, боеприпасы уже заканчиваются. Иран. Иран выступил уже с угрозами в адрес Украины. Вот, и министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран считает безответственной угрожающую риторику, имеется в виду о поставках иранских дронов в России, от какого бы органа она ни исходила. И возлагает ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины. Ну, как бы у нас есть доказательная база, поэтому мы говорим то, что есть. И если Иран не может это опровергнуть, понимаете, против тех аргументов, против остатков этих дронов Шахед-136, которые Россия перекрашивает и называет Герань-2, вот, у них нет никаких аргументов, поэтому идут вот такие политические заявления, уже переходящие в угрозы. Ну, посмотрим. Иран, кстати, довольно побаивается все-таки введения более жестких санкций или возвращения жестких санкций, которые могут быть на него наложены в результате того, что если сейчас комиссия ООН приедет, скорее всего, может быть, это и в преддверии вот этой, что американцы, Соединенные Штаты расшевелили немножко там секретариат ООН и дали им там волшебный толчок, чтобы они наконец-то прислали комиссию сюда, как они обязаны это сделать, в Украину, и провели тщательное расследование на предмет происхождения этих дронов. Если они действительно иранские, то ООН должна ввести против Ирана очень серьезные санкции, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, за которую, кстати, голосовала в том числе и Российская Федерация. Кстати, там и по этой резолюции против России получается, что надо вводить санкции. Потому что там страна передающая или принимающая от Ирана вооружение с дальностью применения более 300 километров. Из наших новостей надо отметить то, что мы разрабатываем беспилотник класса воздух-воздух. Эти беспилотники будут сбивать шахеды. И я так понимаю, что они будут установлены на наши истребители. Вот. И это существенно изменит ситуацию в лучшую сторону для нас. То есть вероятность сбития шахедов будет намного выше. Дальность действия таких беспилотников будет от 3 до 10 километров. И они будут поражать воздушные цели. То есть может быть даже и крылатые ракеты. Я не знаю точные характеристики, но пока анонсировано, что в феврале-марте уже эти беспилотники будут на фронте, будут проходить испытания. Нам сейчас не надо отдельно проводить испытания, сразу едут на фронт и сразу же применяем их по врагу. Ну, наверное, вот такие вот основные новости. Очень мало международных. Но сегодняшний удар затмил все ленты новостей. И мы опять разбираем последствия вот этого ракетного удара. Вероятность его сохраняется. И Новый год на носу. Ну, единственное, что можно отметить, то, что
Российская Федерация никогда еще не наносила удары через там очень маленький промежуток времени, как минимум 10 дней. 2 дня подряд, да, это было 70 ракет, и потом было 30 ракет на следующий день. Вот. Посмотрим, завтра будет или нет. Может быть повторение, частичное повторение сегодняшнего дня. Вот. Но я думаю, что они, если у них и остался какой-то запас готовых ракет, то, скорее всего, они его приберегут на 31 число. Или на 1 число, когда все будут, как они считают, могут посчитать, что все будут расслаблены 1 числа после встречи Нового года и так далее. Ну, посмотрим. Наша задача не расслабляться и быть готовыми к отражению, в том числе и ударов, ракетных ударов в канун Нового года или сразу после его наступления. Ну что ж, на этом первую часть нашего видео военная оперативная обстановка и военно-политическая обстановка мы закончим. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. На чай перешел, по вашей рекомендации. Воду будем пить летом, как написал один мой зритель. Ну что ж, и первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Кстати, очень интересный вопрос, исторический, касающийся начала вот этих всех противостояний. В 1991-1993 годах шла война между Молдовой и Приднестровской Молдовской республикой. По ее итогам 14-я армия и ее арсеналы перешли под контроль Российской Федерации. До этого момента она входила в Одесский военный округ. Почему в то время Украина дала так просто забрать ее под контроль Российской Федерации? Нельзя ли было вывести оттуда войска и технику, так как это было с группировками советских войск на территории стран Варшавского блока? Смотрите, нет, нельзя было. Объясню почему. Дело в том, что группы войск из стран Варшавского договора выводил Советский Союз. Да, Союз разваливался, но и последнее распоряжение, которое было, это было письмо Ельцина, обращение к военнослужащим, мы получали уже от имени Российской Федерации. И там очень быстро переформатировали порядок вывода техники и боеприпасов на территорию Советского Союза. Но начинал Советский Союз. И Горбачев забрал деньги, которые, как Горбачев, лично, конечно же, не он, а в лице Горбачева Советский Союз забрал те деньги, которые выделял Гельмут Коль от имени правительства Германии на вывод группы. И сказал, что мы сами все быстренько выведем. И Россия заканчивала этот вывод. Что касается вооруженных сил, которые находились на территории Советского Союза, то когда было объявлено о развале Советского Союза, сразу же было объявлено о создании вооруженных сил вот этих вновь образовавшихся государств, в том числе и Украины. И, естественно, юрисдикция государств ограничивалась теми границами, которые были признаны. И получалось, что 14-я армия, она просто выпадает из границ Украины. Это была юрисдикция Молдовы. Кстати, Молдова попыталась взять эту армию под контроль, в результате чего и генерал Лебедь. Был такой генерал в российской армии, он потом пошел в политику и трагически погиб, потому что полез в бизнес. Вот. Так вот, генерал Лебедь сказал, а почему мы должны передавать ее Молдове? Давайте оставим. А потом и начались вот эти боевые действия за контроль над 14-й армией и ее запасами. Вот. А потом Козак, всем известный советник и один из идеологов, он был при Ельцине, потом
потом был при Путине. Кстати, он был последним перед ликвидацией Минской трехсторонней контактной группы. Он был представителем Российской Федерации в этой контактной группе. Вот он оформил, идеологически он оформил вот эту Приднестровскую Молдовскую республику, так называемую ПМР. А идею подал генерал Лебедь. Как это мы отдадим армию? Надо нам тут закрепляться, надо армию нам отстоять. А мы не имели к этому, если мы как бы подписываем соглашение о создании СНГ, развале СССР и оглашении о том, что создается независимое государство Украина, то получается, что мы к этим войскам не имеем никакого отношения. Войска делились по административно-территориальному принципу нахождения этих войск на территории вот этих вновь появившихся независимых государств. Именно поэтому мы не вмешались в этот конфликт, это первое. И второе, мы не могли вывести эту 14-ю армию с территории Молдовы. Вот смотрите, Кремль планирует устроить украинцам Новый год без света. Значит, они считают, что это рычаг, используя который можно изменить нашу точку зрения. То есть в их представлении это имеет значение. Наши ракеты уже долетают до Энгельса, значит до Москвы точно достанем. А почему бы вооруженным силам Украины не оставить на Новый год без света Кремль, Рублевку? Раз они считают, что это имеет значение, значит надо любезно попросить наших военных бахнуть по инфраструктуре Кремля и олигархов. Я бы так сказал, но это шикарная идея. Как говорил один киногерой, шеф, шикарный план. Просто шикарный. Я с двумя руками за. Если есть средства, которые могут достать до Москвы, надо в Москве поражать военные объекты. Там, кстати, их очень-очень много. А любой военный объект на территории России является легитимной целью для вооруженных сил Украины. Это подтвердили и наши страны-партнеры. Поэтому да, можем вполне наносить по Арбатскому округу, то есть по генеральному штабу, можем наносить военный объект. По воинским частям, которые стоят в Москве и вокруг Москвы, да, военный объект. Но мы не будем, вряд ли мы будем наносить удары по, допустим, там, трансформаторным подстанциям, потому что это нарушение норм и правил ведения войны. Почему? Потому что это касается гражданского населения. Вот то, что вытворяет Россия в Украине, это военное преступление. Мы вряд ли будем эти военные преступления повторять. А военные объекты обеспечить, да, это легитимная цель. Поразить воинскую часть, это легитимная цель. Тем более там под Москвой развернули кучу, прямо в полях на подступах Москвы поразворачивали расчеты систем противовоздушной обороны. Закрывают небо, видимо, чувствуют что-то и боятся. Вот. Ну, поживем увидим. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, пару дней. И это может дать нам ответ на наш вопрос. Будет ли курение в неустановленных местах с нарушением мер пожарной безопасности в городе Москве и его окрестностях или не будет? Посмотрим. Ваш слушатель из Харькова, не покидавший район многострадальную Салтовку с первого дня войны. В каком-то из выпусков вы говорили, что у дистанционного минирования есть определенное время действия. Скажите, насколько безопасно будет весной посетить любимую дачу, если стояли орки, а при отступлении якобы вели обстрел с дистанционным минированием, если не брать в расчет возможные растяжки или противопехотные мины ручной установки, которые ГСЧС сейчас потихоньку обезвреживает. Спасибо за ответ и слава Украине. Ну, смотрите, максимальное время 72 часа. Вот через 72 часа они должны были самоликвидироваться, если самоликвидатор был установлен на этих минах. Если самоликвидатор установлен не был, значит их будут разминировать как обычные взрывные устройства с помощью саперов.
и они уже определяют, каким способом их разминировать. А так 24-48 и самое большое время это 72 часа, когда эти мины должны были самоликвидировать. Но я не слышал, чтобы Россия ставила на самоликвидацию. Это не та страна, понимаете, вот честно вам скажу, тут даже можете не рассчитывать на гуманность или там на порядочность. Наоборот, они делают всегда так, чтобы как можно больше навредить. Поэтому я думаю, что вряд ли они взводили самоликвидаторы на вот этих минах дистанционного минирования. Они их, скорее всего, разбросали в надежде, что кто-то наступит и подорвется, и ему оторвет стопу, допустим. Это если брать противопехотную мину. Но противотанковая, она там с ней посложнее, потому что человек, наступив на нее, он не подрывается. Там усилия, как правило, надо побольше, килограмм 100 и больше. Ну, противотанковая мина 160 килограмм усилия. Финляндия с Украиной. У меня вопрос. Если Россия и Украина не объявляли друг другу войны, то о каких правилах ведения войны идет речь? В этом случае нет военных правил и законов, как я понимаю, а только уголовные и гражданские преступления, которые могут быть переданы в суд. Да, в принципе, вы с точки зрения юриспруденции вы фактически говорите правильно. Война существует де-факто, но она отсутствует де-юре. И, соответственно, в таком же и контексте рассматривается ведение боевых действий. Они идут де-факто, но и оформлены, кстати, де-юре. Ведение боевых действий в условиях отсутствия войны, в условиях объявления военного положения. Россия вышла из этого тупика юридического или из этой юридической коллизии, объявив специальную военную операцию, которая подразумевает ведение боевых действий. Поэтому любые боевые действия предусматривают правила и законные правила ведения войны. Потому что это боевые действия. Поэтому тут двоякое. Как будут толковать юристы, очень трудно. Я не юрист, не могу вам ответить. Это вот может кто-то в комментариях напишет из юристов и подробно разложит вот эти нюансы. Но сам факт, суть я вам объяснил, что боевые действия, они обязывают соблюдать правила и законные правила ведения войны. Как их оформили в Украине и в России, я вам тоже рассказал. Как будет это все документироваться и подаваться в уголовном суде, в Международном трибунале против Российской Федерации, ну, посмотрим. Вот юристы, если есть, напишите. Я с удовольствием в комментариях зачитаю, чтобы все понимали, как это можно оформить. Смотрим вас в Швеции. Каждый вечер ждем новостей. У меня вопрос вот какой. Я подписана в Инстаграм на страничку киевского дронариума. У них есть видео с испытательными полетами грузового самолета «Мрия». Какой красавец. Этот самолет был уничтожен в первые дни войны. Уцелели ли завод, производство, на котором этот самолет разработали и собрали? Да, все целое. Документация, все есть. И, кстати, у нас уже прошла волна, по-моему, даже есть фонд сбора средств на восстановление. Не на восстановление, мы будем достраивать. У нас есть практически готовый фюзеляж в самолета «Мрия». Это второй фюзеляж, который был сделан еще тогда, в те годы. Он в прекрасном состоянии, мы будем его комплектовать и будем таким образом воссоздавать «Мрию». Кстати, специалисты оценили тот самолет, который подвергся вандализму со стороны российских войск в Гостомеле, и сказали, что часть запчастей и комплектующих с того самолета будет снята и поставлена на вот этот второй самолет «Мрия». То есть за счет первой вот этой пострадавшей «Мрии» мы будем восстанавливать еще и второй. Это удешевит вопрос, но все сохранилось, поверьте, все целое, все работает, все. Где оно работает и где оно сейчас находится, этого никто не знает, потому что Киев подвергается так же, как и другие города, ракетным обстрелам. И у нас многие предприятия эвакуированы на новое место. И там они продолжают свою работу.
В странах бывшего Варшавского договора, да и не только, на складах еще очень много советского вооружения. И танков, и авиации, и артиллерии, и БМП, и БТР, и мотолык. Причем большинство стран проукраинские. Но почему это вооружение еще не в Украине? То, что Чехия готовит 90 танков, это я знаю. Но в той же Словакии и Словении еще очень много советских танков Т-72 и М-84, да и тех же БМП-1. Смотрите, вы же тоже не забывайте, никто не хочет остаться голым боссом. Они же исходят из своей разумной достаточности. То, что они могут отдать, они отдают. То, что входит в боевой комплект, они отдать не могут в боевой состав их армии. Это ж развертывание. Они даже и это вооружение нам дают под гарантией того, что Соединенные Штаты, как главный поставщик оружия, передаст им что-то в качестве компенсации. Или новые какие-то образцы, или выделит деньги на покупку других образцов. И, кстати, из-за этого и вот бюрократические проволочки в плане поставок вооружений. Поэтому не может быть такого. Эта страна идет на риск. Это решение каждой страны. Если она готова идти, вспомните, как словаки решали вопрос с передачей нам МИГов. И, кстати, как выяснилось потом, мы все оказались немножко обманутыми, так скажем мягко. Потому что словаки потребовали гарантии закрытия своего неба, чехи им это пообещали. Чешская авиация заступила на боевое дежурство по охране словацкого неба. Словацкие летчики сделали там кучу пируэтов и прощальных полетов, попрощались со своими машинами. И все, и тихонько все успокоилось. А потом через несколько месяцев, и мы все такие радостные, думаем, что эти МИГи уже сражаются в составе воздушных сил, вооруженных сил Украины. А оказалось, что нет, их еще только начинают передавать. Вот видите, насколько бюрократическая проволочка и какая боязнь стран. В принципе, понять можно каждую страну, которая отдает вооружение. Первый вопрос, который они себе задают: а где мы возьмем вместо этого? И критично ли для нас отдать это вооружение? Вот, к сожалению, такова своя рубашка всегда ближе к телу. Опять вопрос. Опять же я говорю, что я горжусь, что я украинец. Мы никогда не, если мы решили, что Карфаген должен быть разрушен, мы его разрушим. Ленд-лиз. Вопрос про ленд-лиз. То есть мы его не забудем теперь никогда. Пока вот он до 1 октября следующего года, закон о ленд-лизе, он действует. Если он не будет продлен. А может быть, раньше еще будет в связи с окончанием войны, может, раньше еще будет и остановлен. Так вот, где этот ленд-лиз потоком, который нам обещали с октября? Долго ли мы будем выпрашивать по капле? Смотрите, я не хочу быть... Много уже копий поломано, много сказано, пересказано, различных версий. Белый дом принял такое... В принципе, Белый дом принимал такое решение, но кто его, это решение, к этому решению подталкивал, Белый дом, тоже такой спорный вопрос. Я нашел ответ на этот вопрос на сайте BBC. BBC, в принципе, довольно хорошее информационное агентство, и я думаю, что ему стоит доверять. Они дали, вот буквально пару дней назад, они дали большущую аналитическую статью, видно, провели хорошее расследование. Я поставлю ссылку на эту статью в описании этого видео, и вы просто зайдете в первоисточник, уделите там 5-7 минут, в зависимости от скорости вашего чтения, и вы узнаете очень интересные версии. Кстати, будьте готовы сильно удивиться, потому что наше политическое руководство тоже не хотело принимать ленд-лиз и настаивало на том, чтобы ленд-лиз не поставляли. Так что рекомендую эту статью к прочтению. Я поставлю ссылку на нее в описании. И я думаю, что это будет, наверное, окончательный ответ. И вопрос ленд-лиза тогда стоит, наверное, закрыть раз и навсегда. Есть грантовая помощь. Она безвозмездная и невозвратная на сегодняшний день. А ленд-лиз, видимо, он оказался таким просто символическим законом в
плане того, что Соединенные Штаты готовы поставлять нам технику и вооружение в этом формате. Сохранилось ли еще в Украине такие самоходные артиллерийские установки, как Су-5, Су-76, Су-85, Су-100, Су-122, Су-152 и Су-152, а также тяжелые танки, например, КВ-1, КВ-2, ИС и средние танки Т-34-85? Если сохранились где-то в музеях или на складах, то можно ли их восстановить и поставить в строй? Любое орудие, которое может стрелять, лишним не будет. Будет. Дело в том, что у нас нету на хранении такого количества, там, ну, более-менее. У нас действительно только музейные экспонаты и постаменты. Вот на памятниках и постаментах у нас там по всей Украине, но это данные, правда, уже довольно устаревшие, 2007 года, там в Украине там около 800 вот этих орудий и танков стоит на постаментах по всей стране. Начиная там от 45-ки пушки. Кстати, по-моему, даже самая старая из этих пушек стояла когда-то в Киеве на Арсенале. На метро Арсенальная стояла пушка как памятник революции рабочим завода Арсенал. Времен 1905 года. 45 миллиметров. Поэтому, да, их около 800. Но я вам скажу, что это такая огромнейшая проблема. Во-первых, к ним надо боеприпасы. Во-вторых, их техническое состояние. Представьте, если они столько лет стоят на этих постаментах и в музеях. На хранении их нет. Где взять, есть ли на них боеприпасы? Думаю, что вряд ли они есть. Может, где-то и были, но с учетом того, как у нас горели склады и арсеналы, то я думаю, что этих боеприпасов там тоже вряд ли сохранилось. Поэтому не имеет смысла. Это в 2014 году, когда сепаратисты захватывали при поддержке российского спецназа, захватывали наши города на востоке Украины, там тот же Луганск, Донецк. Тогда, да, там они выгнали с музея 34-ку и завели ее, выгнали с музея, но она хранилась в музее. Вот, и пытались там на ней устраивать организовывать какие-то боевые действия. Там такой инцидент один был. Ну, поверьте, это не принесет успехов. И эти орудия, а таблицы стрельбы к ним, а расчеты подготовить. Ну, и одно орудие, его только восстановить, технически восстановить будет огромнейшая проблема. Запчастей на него нет, и специалистов по этим орудиям нет. Сейчас наша артиллерия представляет собой винегрет. На вооружении как старые и надежные советские образцы со своими калибрами, так и новые западные образцы своего калибра. Как это все обслуживается и ремонтируется? У меня такая мысль, что каждое подразделение должно иметь свой мини-заводик. Спасибо за ответ. Фактически, да, я с вами полностью согласен, что у нас действительно сейчас каша-малаша. В каждом подразделении разные системы. И это очень сильно усложняет логистику. Например, в том, что боеприпас одинаковый, 155 мм, они стандартизировали практически снаряд, но у всех заряды разные. И, соответственно, выстрелы надо вести для каждого вида орудия. Ремонт и техническое обслуживание тоже. Но я думаю, что что-то мы наладили, первичное техническое обслуживание и ремонт мы наладили в наших ремротах, рембатах, которые находятся сразу за линией фронта в непосредственной близости и осуществляют полевой ремонт техники и вооружения. А вот более серьезные повреждения или более серьезные системы, ну такие, например, как Панцерхаубица 2000, которая требует там периодично технического ремонта и сервисного обслуживания, не удивляйтесь, в немецкой культуре немцы перенесли даже на самоходку, перенесли свою культуру машиностроения, то есть тоже сервисное обслуживание. Оно было в одной из прибалтийских стран, сейчас его организовали в Польше.
то есть непосредственной близости от границ Украины. Я думаю, что Соединенные Штаты, по-моему, тоже организовывают там в Польше ремонтное предприятие. Мы договорились со Словакией и с Чехией, что они на своих предприятиях будут ремонтировать западные образцы вооружения для вооруженных сил Украины, а также и некоторые образцы советского вооружения, которые они могут ремонтировать, потому что они некоторые из них модернизируют и обслуживают и содержат. И к ним у них есть запчасти и даже боеприпасы. Поэтому я думаю, что система, конечно, логистики архисложная. Я прекрасно это понимаю. Вот. Но поверьте, вряд ли там мини-заводики на своей территории мы ремонтируем своими силами из числа ЗИП, запасного инструмента и принадлежностей. А все, что более-менее средний серьезный ремонт, я думаю, что все едет на территорию наших стран-партнеров и там проходит ремонт. Вот так примерно все организовано. Ну, есть тут и положительный момент, не только везде минусы. Положительный момент в том, что мы будем иметь боевой опыт использования практически всех основных видов артиллерии западных стран. И, естественно, у нас будет выбор. Мы будем прекрасно понимать, что на что способно. Какие гаубицы брать, какие гаубицы. Ну, французы зарекомендовали, Цезарь себя показывает очень хорошо. Панцергаубица оказалась слабенько в плане выносливости. Стреляет очень хорошо, все считает очень хорошо, а вот в плане выносливости постоянно требует технического обслуживания. То есть боевой темп она не выдерживает в условиях интенсивной войны. Вот. Так что заодно, видите, все проверим, все посмотрим, и дай бог мы используем это при перевооружении нашей армии после окончания войны. Вырисовывается опасная тенденция. Месяц срисовываются наши радиолокационные станции. Может Россия устроить массированную атаку именно по этим системам, чтобы потом безнаказанно устроить следующую атаку по инфраструктуре Украины. Да, конечно, Россия ведет разведку, да, конечно, Россия собирает и анализирует данные, пытается, я вчера более подробно рассказывал, как они вычисляют примерные районы размещения радиолокационных станций, пусковых установок, систем ПВО, которые ведут огонь по воздушным целям. Но у нас практически не осталось стационарных систем ПВО. У нас вся система ПВО на мобильной базе, она постоянно движется. И поэтому вычислить ее и попасть очень и очень тяжело. То есть это надо работать в режиме... Вот если бы у Российской Федерации была, например, разведчик был типа Рипера или МК, этот самый Хавк американский, то Хоук, точнее правильно, то тогда они могли бы работать в режиме онлайн. Он бы засекал, а ракетные войска бы наносили удары. Ну, в России этого нет. Они фотограмметрию там снимают с вот этого А-50 своего и радиотехнические данные снимают, а потом им надо еще там даже не один день. Им надо, чтобы их обработать, проанализировать и это самое обработать, проанализировать и передать их ракетчикам. Ракетчики там эти координаты возьмут, внесут в свои боевые задачи, посчитают данные для пусков ракет, внесут программу для крылатых ракет, а РЛС возьмет и развернется в соседнем районе, буквально в километре от той позиции, которая была засечена. И все. И ракета куда? В пустоту, в молоко. Кстати, именно поэтому Российская Федерация и не может наносить, они бы уже давно наносили удары по нашим системам ПВО и ПРО. Именно поэтому они не наносят, они не могут пробить сегодня, физически пробить брешь в нашем небе для своей авиации. Поэтому российская авиация сидит и, можно сказать, курит бамбук на аэродроме. Только с больших дистанций, только крылатыми ракетами они могут атаковать территорию Украины. Заход в наше воздушное пространство, допустим, для бомбометания, для них на сегодняшний день невозможен. Комплектов вот этих планирующих бомб
у них нет. Они есть только у Соединенных Штатов Америки. И нам их дают. Вот наша авиация будет их бомбить дистанционно, без захода в зону действия ПВО Российской Федерации. А они этого делать не могут. Поэтому они постоянно летают вокруг наших границ, как эти мухи вокруг банки с медом. Но приземлиться не могут. Ну что ж, на этом мы и вторую часть нашего видео с вами заканчиваем. А именно ответы на вопросы. И у нас остается третья часть, обратная связь, ваши пожелания, комментарии и поздравления, если таковые есть. Итак, первым комментарием сегодняшнего видео будет следующее. Щодо Бахмут-Артемівськ, Пітер, Ленінград, хотіла ще додати про Олешки Херсонської області. Орки в перші дні повномасштабної навали на танках каталися по місту і питали, куди їхати і де шукати Цюрюпінськ. Вже тоді стало зрозуміло, що карти в них контурні, ще й друковані в СРСР. Боже, бережи наших бойцов та Украину. Да, действительно, уже теперь это исторический факт, что российские военные, заехав в Олешки, развернули карту и начали местных жителей спрашивать, как проехать на Цюрюпинск. Потому что вывеску Олешки они видели, а вот вывеску Цюрюпинска они не видели. А карты у них действительно были бумажные, и действительно они были без учета изменения населенных пунктов. Это хорошо, если Финляндия дает танки. Мы в севере не любим постоянно кричать лозунги, а больше делать. Сам я эстонец, но знаю финнов хорошо, потому что работаю половину времени как в Эстонии, так и в Финляндии. Финны очень надежные и обязательные люди. И если они чего-то обещают, то обязательно сделают. Ну, пока это не обещание, пока это было предложение одного из финских политиков правительству Финляндии для того, чтобы выделить Украине танки Леопард-2. Это именно об этом идет речь. В Луганской области еще до вторжения в 2022 году моя родная сестра после переезда из Харькова в 2007 году с 2014 года стала пророссийской. Ее слова «нас бомбят 8 лет», хотя они вообще были не в зоне фронта, получали зарплату и пенсию мужа от Украины. Но вопрос, на вопрос, ты что, смотришь телевизор? Она ответила, нет, у нас дома нет телевизора, мой муж ходит в церковь. А ты про меня, родную сестру, ты в тебя поселился дьявол. Это ее слова. Русская церковь это КГБшная структура. Непотрібство та жах геть з нашої країни. Слава Збройным силам Украины. Ну, кстати, да, вот социология показывает, что больше 50% граждан Украины на сегодняшний день считают, что московский патриархат должен полностью быть ликвидирован в Украине. Чемодан, вокзал, Россия. Почему? Потому что, я вам рассказывал, что они ведут разведывательно-диверсионную деятельность на нашей территории и такую вражескую церковь терпеть на своей территории нет. Это не та духовность, которую надо прививать нашему народу. Здравствуйте, спасибо за ваши обзоры. Я насчет Рождества. Прожила 7 лет в Греции. Это абсолютно православное государство. Но и греки отмечают Рождество, как весь мир, с 24 на 25 декабря. С подачи Сталина перенесли этот праздник в 1929 году. У меня тут, кстати, маленький комментарий родился. Мне там написали, кто-то из зрителей написал, что не умничайте по поводу Рождества, что правильный календарь, я уже, кстати, запутался, юлианский, григорианский. Короче, правильный календарь тот, который говорит, что надо 7 января отмечать Рождество. У меня тогда вопрос, а почему же тогда по этому же календарю Новый год не отмечают 13 января, а называют его Старым Новым годом? Ведь Рождество всегда шло накануне Нового года. Сначала Рождество, а потом Новый год.
В начале этого года даже представить трудно было, какую жестокость будет проявлять Россия в своей агрессии против Украины. И это все в 20 веке, в центре Европы. Сплошное безумие и зомбированная деградация населения соседней страны в сочетании с запредельной жестокостью. У всех украинцев от мала до велика единственная просьба к Творцу: спаси и сохрани нас от этого русского зла. Убереги наших воинов вооруженных сил Украины и укрепи их силы в победе над врагом. Сотвори свое чудо, останови это безумие и пошли военным преступникам свое возмездие за содеянное. Ну, видите, вот такой даже как бы практически молитва с пожеланием к Всевышнему. Молдова дякует вам и всему народу Украины за нашу защиту. Спасибо. Так, ну тут опять про патроны замечание было. Вот решили все-таки, наверное, докопаться. Про разработку калибров меньшего размера относительно калибра 7,62 мм, кроме всех перечисленных вами экономических причин, есть еще одна, очень важная: количество носимого солдатам боекомплекта. Скорейшей победы Украине. Очень больно от того, что Мордор творит в очень любимой мною стране. С наилучшими пожеланиями из Тбилиси. Ну, не соглашусь с вами по поводу носимого боекомплекта. Физически, да, патроны стали легче, их можно взять больше. Но для справки я вам скажу, что автомат 7,62 калибра, боекомплект 180 патронов, автомат 5,45 калибра, боекомплект 180 патронов. Никто не поменял боекомплект. То, что там бойцы набирают в бой, конечно же, намного больше, это как бы обстоятельства войны. Но чтобы вы понимали, что боекомплект не изменился. Мы, украинцы, живущие в Германии, постоянно помогаем нашим. 3 недели назад послали в Запорожье для авдеевских бойцов 3 посылки, в которых 20 комплектов термобелья, термосы из нержавейки, продукты и подарки к Рождеству. Помогите, чтобы это наконец забрали и передали бойцам. Все находится у Лукьяновой И.А. для Сергея Кирика и его однополчан. Слава Украине, мы победим. Ну, очень интересное такое обращение. Действительно, если кто-то смотрит, заберите у Лукьяновой И.А. посылки для бойцов, которые держат оборону в районе на Авдеевском направлении. Здравствуйте. Прежде всего, спасибо за работу. Смотрим вас. Итак, просто для информации. Не знаю, как в других странах Европы насчет Дня Победы. Ну, например, в Нидерландах есть День памяти. Это 4 мая. И в этот день вспоминают всех погибших. А 5 мая отмечают День Победы. А 4 мая каждый год устраивают возложение венков к памятникам погибших солдат, читает стихи, вспоминает те тяжелые времена, вспоминает и благодарят не только своих погибших солдат, но и американских, канадских, британских, всех, кто принимал участие в освобождении страны от фашистов. Для погибших солдат из других стран, принимавших участие в освобождении страны, есть даже отдельное кладбище, которое содержится в идеальном порядке круглый год. А вот фашистов тут во время войны называли муфти, криворотые, грубые переводится. Тогда это считалось грубым ругательством. Слава нашим воинам, защитникам, терпение нашему народу, слава Украине. Ну, видите, никто не проводит торжественные концерты, награждения неучаствующих и наказания невиновных. Вот такие вот приветствия, комментарии и пожелания прозвучали в сегодняшнем видео. Я вас благодарю за ваше время, то, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!